Особенности японского дома. Всем привет! Вы на канале Чертог мастеров. Минимализм, близость к природе – главные критерии, которые лежат в жилом строительстве страны восходящего солнца. Японские дома визуально и функционально отличаются от европейских конструкций. В течение сотен лет технологии возведения и отделки оставались неизменными, внося небольшие коррективы в современные условия. Хотя откуда сотен лет, ведь японской цивилизации всего лишь 200-300 лет, а до этого на японских островах жили айны. Но вернемся к японским домам. Япония – сейсмически опасный регион. Здания в стране отличаются устойчивостью, быстротой восстановления при обрушении и высоким шансом выживания для обитателей. В постройках отдают предпочтение каркасным моделям, которые легко разобрать и перенести на новое место. В японском жилье преобладает минимализм. В помещениях нет лишних деталей, в цене простота и лаконичность. Пространству противопоказаны скопление хлама и хаос. В домах не будет чулана, забитого неработающей техникой, старой одеждой или устаревшей мебелью. Дизайн японского жилья тщательно продуман. В комнатах нет ненужных элементов. Многофункциональные встроенные предметы интерьера не занимают много места. Вещи, бытовые приборы прячут от посторонних глаз. Все это не от того, что японцы такие скрытные, а просто дома у них очень маленькие из-за того, что земля очень дорогая. Несмотря на простоту и скромность, в японском доме высокие потолки. Из-за балок или дверных проемов визуально верхнее пространство иногда кажется низким, хотя таким не является. Человек европейского роста не станет упираться головой в перекрытие. Старинный японский дом называют минка или жилье для людей. На архитектурные особенности здания повлиял климат и сейсмическая опасность страны. Подчеркивают близость с природой, отсутствие роскоши и один этаж. Каркас – основа строения. Традиционный японский дом состоит из балок и опор, соединенных без использования гвоздей. Конструкцию делали из деревянного массива. Сложная технология врезки бревен, брусьев обеспечивает устойчивость и надежность сооружения. В центре здания расположен столб, обладающий стойкостью к подземным толчкам. В традиционном каркаснике присутствует только одна глухая стена. Свободное место между опорами прикрывают высушенной травой, шпаклюют глиной. Внутри нет несущих перегородок. Раздвижные двери можно снимать без нарушения целостности японского дома. В строении нет окон, привычных европейцам. Здания на опорах больше напоминают крытую террасу, чем жилье. От солнца или холодного ветра применяют панели, обтянутые рисовой бумагой. Проем можно установить в любой части сооружения. Сложная кровля без дымоходов часто состояла из нескольких козырьков, 2 или 4 скатов. Конструкция выступает за наружной перегородки на 1 метр, защищая обитателей от солнца, фасад от осадков. На поверхности элемента не скапливается дождь со снегом. В качестве материала для крыши использовали черепицу, плитку, солому. Японские дома возводят на сваях. Чтобы усилить естественную вентиляцию нижней части строения, пол приподнимают на 50 см над уровнем земли. Конструкция улучшает микроклимат в помещении в жару и собирает тепло в морозы. При возведении традиционного жилья используют натуральное сырье. Разные сорта древесины применяют в каркасе и отделке зданий. Изящный японский дом больше напоминает легкую разборную игрушку, чем капитальное строение. Камень используют для создания свай. Крепкий материал уместен во внешнем и наружном дизайне для облицовки фасадов и стен. Вместо привычного европейцу текстиля в интерьере применяют солому, сизаль и джут. Легкий материал не накапливает пыль и прост в уходе. Природность – основное требование к оттенкам. Традиционная японская отделка дома избегает ярких, кричащих цветов. Спокойные естественные тона подобны древесине, песку и камню. В интерьере много пастельной гаммы – беж, кремовый, хотя присутствуют темные – коричневый, черный. Сравните с нашим распетушьем домов олигархов. В японском традиционном доме нет четкого членения на комнаты. Жилое пространство при помощи ширм делят на части по желанию обитателей. Если днем помещение используют в качестве огромной гостиной, то ночью передвижными перегородками разделяют на спальню и кабинет. Традиционный японский дом начинается с узкой длинной прихожей, в которой снимают обувь.
Внутреннее жилое пространство состоит из двух частей. Пол, земляной или деревянный настил покрывают циновками или татами из бамбука. Здесь отдыхают, едят и принимают гостей. Такаюка – высокие ниши, приподнятые на полметра над уровнем грунта. Мебель в старинных строениях всегда низкая. В основе интерьера небольшой столик – катацу, рядом с которым лежит одеяло или матрас для сна. Для хранения вещей использовали сундуки, корзины и короба из ротанга. Элементы ставили в ниши, маскировали ширмами. В доме нет отопления. Санузел в традиционном жилье всегда раздельный. При входе в помещение японцы переобувались в специальные тапочки. Моются обитатели в душе, а ванну используют для расслабления и согревания в холода. Современные японские дома сохранили традиционные требования к минимализму, но стали больше соответствовать модным тенденциям. Внешний вид и внутреннее оформление подстраиваются под реалии как жителей небольшого городка, так и обитателя мегаполиса. При возведении сохранили каркасную конструкцию с четкой геометрией. Современный японский дом напоминает европейский, но с восточными нотками. Лаконичность гладких стен дополняет обилие стекла, пропускающего свет в помещение. Традиционную близость к природе сохранили в виде террас с прозрачным парапетом. Жители мегаполисов обитают в крохотных квартирах по 10 квадратов. Обеспеченные семьи могут себе позволить апартаменты в 60-80 метров квадратных. Частные современные здания возводят в 2-3 этажа. В просторных жилищах присутствует гостиная и 4-5 спален. В японском частном доме вместо сваи используют фундамент. Многослойная плита состоит из цемента и утеплителя, что позволяет минимизировать теплопотери в холода. Наружные перегородки дополнительно облицовывают напыляемым полиуретаном. В качестве отопления устанавливают инфракрасные панели. Японские современные дома утратили легкость. В конструкции есть капитальные стены и внутренние перегородки. Вместо ширм комнаты часто делят секционными решетками, встроенными в строение. Визуальные и физические элементы воспринимаются грубее старинных аналогов из рисовой бумаги. Пол в жилье приподнят над уровнем грунта. Поверхность устанавливают в фундаментной плите на расстоянии 50 см. Землю и грубый настил заменили крепким ламинатом. Крыши бывают как традиционные со скатами, так и нестандартных форм. Купол, куб. Сейчас японский дом совмещает в себе современные тенденции и древние традиции. Каркас жилья возводят из кирпича, битума или железобетона. Строение уже не напоминает изящную игрушку, которую легко разобрать. Натуральные материалы используют для внутренней отделки. На полу и потолке доски из древесины. Визуально разделить пространство помогает игра глянца и матовости в настиле. Стены дополняют брусьями. В санузле обязательно облицовка из грубого камня, дорогого мрамора или гранита. Фасад часто отделывают плиткой или оставляют идеально ровным. Традиционную штукатурку на внутренней перегородке заменили текстурные обои. В зависимости от назначения помещения однотонные шпалеры совмещают с циновками или каменными вставками. В японском современном доме есть окна. Вместо раздвижных перегородок устанавливают панорамные блоки, которые от постороннего взгляда прикрывают шторы, тканевые экраны на направляющих. Имитировать рисовую бумагу поможет специальное напыление на стекле. Японские частные дома предпочитают нейтральную цветовую гамму. Традиционные пастельные оттенки совмещают с холодным белым и серым, уместными в скандинавском дизайне. В оформлении часто доминируют темные природные тона, переходящие в единичные светлые. Современный японский дом взял лучшее из восточного и европейского интерьера. Жилое пространство делят на две части – западное, в центральном помещении модная мебель и новинки техники. Личное – комнату выдерживают в традиционном стиле, размещают в глубине здания вдали от посторонних глаз. У секции четкое разграничение функциональных назначений. Сократился размер пространства для хозяйственных нужд. Места для хранения часто переносят под крышу. Повседневные вещи держат во встроенной в стены мебели, которая не выделяется от перегородок. Бытовая техника не должна быть видна, поэтому всегда спрятана. В современном японском доме очень маленькая прихожая. Если раньше коридор был длинным, то сейчас это крохотный кусок у входа. Для удобства обитателей и гостей в зоне есть скамейка для облегчения переобувания.
В современном доме появились предметы интерьера на высоких ножках. По размеру модели ниже, чем европейские аналоги, но выше, чем старинные японские. Если раньше обитатели и гости сидели на циновках, то сейчас предусмотрены стулья или скамейки. В современном интерьере есть кровати. Полноценное ложе на низких ножках вписывается в минимализм оформления. Иногда спальное место обустраивают на отдельном подиуме. Матрасы могут быть как толстые, так и тонкие. Санузел расположен в одном здании с жилыми помещениями, но за перегородкой. В пространстве присутствует компактный душ и полноценная ванна. Чашу часто выполняют в виде старинной деревянной бочки. Оригинально смотрятся модели из камня, утопленные в пол. Традиционный японский дом выглядит чуть иначе, чем современные жилые сооружения страны восходящего солнца. В строениях используют облегченную и малогабаритную мебель, отдавая предпочтение натуральным материалам. В условиях восточного минимализма удается воссоздать красивое и комфортное помещение, приспособленное под требования владельцев. Ссылка на статью в описании. Автор статьи Анна Соколова. Надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Что, мы уже не снимаем? Заходи к нам почаще.